Ребят, привет! Наконец-то доделал свою паяльную станцию. Вот, как видите, сейчас у меня индикатор светится нормально. Причиной явилось то, что светофильтр, который здесь, пленочка, которая устанавливалась, реально ее подносишь, и сразу оно все затеняло, и практически не было ничего видно. Я уже тут и индикатор выпаивал, и резисторы менял, а оказалось все намного проще. Просто световой фильтр, который был тут синий, притенял настолько, что не было видно хорошо цифр. Ну а теперь смотрите, еще здесь я его пока не закрывал. Все-таки я вставил этот блок питания сюда. Вот он у меня четко здесь установлен. Ну, конечно, еще не прикреплен. Я вот, наверное, термоклеем тут немножко капну, чтобы он держался. Так он практически очень хорошо держится. Вот, пришлось единственное выпаять сетевой фильтр. Вот он, получается, стоял на сети фильтр от помех. Это конденсатор и такой вот дросселек. Я его выпаял, все отлично сюда стало. Все работает. Все видно. На 24 вольта намного быстрее все греется. Вот сейчас посмотрите. Сейчас полностью холодный паяльник. Вот сейчас я его... Давайте я его так выключу. Включаем. Так, теперь подключаем. Вот смотрите. Температура. Сколько тут времени прошло? Все, 300 градусов. 330. Ну, это буквально за 10 секунд. Сейчас немножко расскажу о меню, как здесь можно выставить. Ну так, чтобы зайти в меню настройки, нам нужно нажать на энкодер и включить питание. Так, зашли. Параметр. Сразу заходим в параметр 5. Так как все остальные параметры нам в принципе сильно не нужны, но хотя бы если будет интересно, вы можете посмотреть на ссылочки именно на сайте. Так, пятый параметр — это у нас время сна. В течение 2 минут мы не будем трогать паяльник, он включится в режим сна. Теперь следующий параметр — это отключение. Допустим, режим сна он включился, и через какое-то время, которое мы тоже опять же задаем, через 5 минут, 6 минут, ну и так далее, задаем, когда он полностью отключится. Ну, в принципе, нам можно сделать, пускай 4 минуты, так как паяльник у нас практически мгновенно нагревается, так что я думаю, этот параметр здесь будет вполне уместен. Итак, 7-й параметр. Это у нас температурная коррекция. Мы его трогать не будем, так как у меня паяльник вроде бы относительно неплохо выставлен. Но если у вас нету термопары, чтобы выставить приблизительно точно температуру жала, можно будет просто настройкой 200 градусов. Это олово, припой должен еле-еле начинать плавиться. Ну, примерно я так и выставил. 8-й параметр. Это у нас вывод из спящего режима. То ли нажатием энкодера можно сделать, то ли на 0 выставим. Это нам нужно будет сам паяльник вверх-вниз опустить, и все, у нас автоматически включится. Или же вывод через энкодер из спящего режима. Итак, 9-й параметр — это повышение температуры. Сейчас у нас паяльник разогрет на 200 градусов. Чтобы нам мгновенно его нагреть, и именно на какой-то промежуток времени мы просто нажимаем на энкодер. Все, температура пошла у нас расти. Вот. 10-й параметр — это на какое время эта температура будет выставлена. Диапазон регулировки температуры составляет от 10 секунд до 250 секунд. Шаг равен 5 секундам. А повышение температуры в 9-м режиме от 20 до 100 градусов. 11-й режим — это сохранение всех настроек. На этом в принципе все настройки. Конечно, очень доволен я этим паяльником. Кажется, маленький паяльник, а мощность у него достаточно приличная, чтобы разогреть любые, ну, как видите, мгновенно
Не знаю, сейчас может найду какую-нибудь плату, там где я не мог обыкновенным паяльником разогреть, и попробую, будет она нагревать ее или нет. Я еще не пробовал большие разогревать, но сейчас мы это попробуем. Ну и так, есть у меня такая сборочка. Сейчас попробуем прогреть здесь припой, возьмет он или нет. Итак, выставляем 450 градусов. Паяльник мгновенно нагрелся. И пробуем нагреть. Олово начало плавиться. Еще греем. Ну, как видите, не знаю, видно, не видно на камеру. Ну вот олово здесь уже плавает. Или припой. Ну, в принципе, отлично греет, нагревает. Это я, кстати, делал сборочку, проверял индукционный нагреватель, все работает. Хочу теперь собрать мощную схему, киловатта на 1,5, чтобы можно было десятку металл раскалить и сделать, попробовать нож. Так, ну у меня в принципе на этом все ссылочки я оставлю под этим видео. Можете посмотреть, там я оставлю паяльная станция, именно паяльники, жало, блок питания. Ну, в принципе, все отлично получилось. Нормально. Очень доволен паяльником. Мне кажется, лучшим еще не пользовался. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.